Expert forfeit. Приветствую, друзья! Часто можно слышать, что время на вес золота. Пожалуй, больше всего понимаешь это тогда, когда оно закончилось или почти закончилось. Что уже говорить о здоровье. Пока ничего не болит и не беспокоит, мы можем вести себя беспечно, словно нам под силу жить и все 500 лет. Ловушка же лишнего веса заключается в том, что сам по себе лишний вес не болит, но до поры до времени. Дальше у людей могут возникать проблемы, которые обычно можно было бы предупредить или же вообще избежать. За 10 лет работы с людьми с лишним весом я понял одну фундаментальную, но не всегда очевидную вещь. Каждая неудачная попытка может оставлять психологическую травму. С каждой новой неудачей человеку становится все труднее и труднее сделать первый шаг. Ну и, естественно, следующую попытку можно ждать годами. Так можно попасть в замкнутый круг, из которого крайне сложно найти выход. Но неизвестно, что опаснее. Делать очередные попытки вслепую, и так можно навредить организму, или же ожидать и ничего не делать. То есть здесь очень сложно как бы прийти к консенсусу с собой. То, что я наблюдаю в целом, не только касательно снижения веса, что наша проблема может для нас находиться в слепой зоне. С большой вероятностью мы бы ее уже с вами решили бы. На первых консультациях люди могут называть одну, две, три иногда причины их лишнего веса, так и не осознавая, насколько глубоко может находиться истинная эта причина, а причин может быть и 20, и 30. Моя же личная миссия — это улучшение среды обитания через людей. Я верю в то, что чем больше будет здоровых, осознанных, счастливых людей, реализованных, тем лучше будет наш мир в целом. Соответственно, одна фраза или какая-то вот вовремя услышанная мысль может изменить траекторию человека вот фундаментально. Поэтому, друзья, подпишитесь на этот канал, поставьте лайк, нажмите колокольчик и поделитесь этим видео с вашими близкими, с теми людьми, которых любите. Возможно, именно здесь вы найдете тот пазл, который не хватает вот в фундаменте вашего нового, этого желаемого «я». И, соответственно, проблема может не решаться на том уровне сознания, на котором появилась, и мы здесь и будем работать над нашим сознанием, над глубиной знаний в психологии, нутрициологии, диетологии, физической активности, паттернах поведения и в целом над архитектурой нашей личности, как вот это все объединить в этом сложном мире в текущий момент и как вот прийти последовательно, грамотно, иногда даже прогнозируемо к своему результату. И тут шаблонные варианты, они могут не сработать. Одно дело, когда человеку 16, 20, 30, 40 даже лет, он еще может физически делать какие-то упражнения серьезные в спортзале, какие-то, может, ограничительные жесткие диеты. Когда человеку 70, 60, там, 75, как у меня сейчас есть девочка, 77 лет, и можете себе представить, что таким людям. А есть люди просто занятые или недостаточно финансов, и, например, ночные смены, там трое детей. Как вот в такой ситуации действовать? И шансы в таком случае немного дольше и здоровее побегать по нашей планете прекрасной стремятся к минус нулю. А мир, соответственно, сейчас переживает серьезные турбулентные такие времена, и движение этих тектонических плит условных все время что-то меняется, все время нам как будто что-то может какие-то палки в колеса вставлять, и ждать какого-то идеального момента в этом мире для того, чтобы заняться собой, ну, можно не дождаться.
И есть большая вероятность, что если мы сами не начнем заниматься собой, то, соответственно, может не заняться этим никто вопросом. И сейчас множество некачественных производителей продуктов питания, лекарств, фантастических каких-то методов снижения веса, все это идет вразрез с нашим здоровьем, и сложно сделать действительно правильный выбор. Ну и цены, друзья. Цены как будто и на полках, и в целом, и в супермаркетах, и на лекарства, и на лечение все время растут. Да, это свойство экономики такое, да, это свойство экономики, но наша задача из того, что мы имеем, максимально рационально использовать это. А со здоровьем так и отдельная история происходит, потому что чем ближе к финишу, тем сложнее даются километры и тем сложнее нашему двигателю работать. Сейчас же мир переживает метаболический кризис. Люди с лишним весом могли не раз слышать слово инсулинорезистентность, но на этом канале я буду делиться разными бонусами. У меня есть гайды, которые я делаю на 3 языках, практически по всем таким умным, там, метаболический индекс, гликемический индекс, метаболизм в целом, там, нутриенты, по разбору анализов, по всем этим моментам. Очень много у меня информации, гайдов, буду делиться с удовольствием, держите со мной связь. И больше всего настораживает то, что раньше в школьном классе можно было насчитать одного-двух детей с лишним весом, сейчас же уже со спины непонятно, это ребенок в 9 классе или это взрослая женщина с лишним весом. То есть, если бы не рюкзак, можно было не отличить, понимаете? То есть, или взрослый мальчик, настолько дети наши попадают под прицел маркетинг разных таких историй в супермаркете, где эти зоны импульсивных покупок, и взрослые, и дети часто набирают этих углеводов как будто на 3 семьи, а до полезной еды так и не доходит дело. И вот за 25 год статистика у меня, она говорит о том, что больше четверти людей уже имеют ту или иную стадию инсулинорезистентности, почти 27%. И как вы понимаете, эта цифра все растет и растет, к сожалению. И можете себе представить, какие риски для здоровья находятся за этими цифрами. Тему же промедления с лишним весом я открою в таких 5 плоскостях. Это биологическая, когнитивная, она же ментальная, энергетическая ценность, так, цена, и социальная, профессиональная, а также финансовая. Возможно, кому-то самое интересное, но ценность и цена — это все мы будем сегодня обсуждать. Биологическую часть вреда для нашего организма от лишнего веса мы могли слышать неоднократно, потому что сейчас как бы многие разные источники объясняют и влияние лишнего веса на сосуды, на сердце, на суставы, на психологическое состояние. Ну, я как бы в свою очередь хочу сфокусироваться именно на сердечно-сосудистой системе, потому что если вы откроете статистику смертности и Всемирной организации охраны здоровья, то вы увидите, что именно сердечно-сосудистая система номер один в этом списке. То есть, если посмотреть вот общую цепочку из клеток, то есть инсулинорезистентности переходит к сосудам нашим, далее к органам, далее к суставам, далее добирается до разрушения уже непосредственно самой личности. И иногда этот процесс одновременно, иногда наоборот происходит. Я здесь опишу разные траектории, потому что каждый человек индивидуальность, у каждого своя история, у каждого свое детство, юношество и так далее. Поэтому здесь вы берете то, что вам необходимо, то, что вам резонирует. А то, что может по каким-то причинам к вашему кейсу не подходить, оно может подходить к другому человеку, например, там, к соседу элементарно. Очень просто объяснить биологическую цену в промедлении с снижением веса через цену, например, замены сустава, замены клапана или элементарно уходом за кожей, восстановлением гормональной системы. Цифры просто сумасшедшие. Биологическую цену в промедлении со снижением веса можно рассматривать с позиции ценности
в целом жизни. И когда на биологическом уровне что-то ломается, очень часто, к сожалению, эти процессы могут быть необратимыми. Что и говорить про когнитивную цену. Туман в голове, тревожность, снижение концентрации, хроническая усталость, тревожное состояние, выгорание. Очень много кто здесь услышит знакомые слова. Но эти слова часто стают еще и последствиями. По каждому из этих аспектов действительно можно защитить докторскую диссертацию. Но у нас сегодня такой обзор плоскостей, поэтому когнитивная цена, снижение фокуса, чрезмерной нервозности, вместе с тем, как тело становится мягче от лишнего веса, может и мягче становиться наша воля к достижению других результатов в жизни. В этом вебинаре мы просто проходим по таким аспектам для того, чтобы легче было систематизировать наши действия. Но не старайтесь найти какую-то единую причину, потому что причин может быть и 20, и 30, и их нужно собрать в целостную картину. Отдельно я также выделяю энергетическую цену, и так как у человека всего один бак на все процессы в жизни, на семью, на развитие, на работу, на досуг, на уход за своим телом, за хозяйством, у кого даже есть такое, каждый человек имеет всего один бак энергии на все эти аспекты. Поэтому, если мы носим всего 5-10 килограмм лишнего веса на себе, представьте, сколько энергии мы просто в никуда отдадим за год. Можно предположить, что жир — это запас энергии, но в действительности организму для мембран клеток, для микроциркуляции крови, для энергии в целом, для многих разных функций, в том числе и гормональной системы, жир нужен в умеренном количестве. А то энергию, которую мы тратим на транспортировку, мы могли бы просто потратить на саморазвитие, на наших близких людей, на путешествия, на освоение какого-то нового дела или хобби. Переходим к такому социальному аспекту. Самое страшное, по моему мнению, то, что постепенно человек начинает свыкаться с лишним весом, и этот образ становится частью идентичности человека. Очень часто, например, я слышу на первых консультациях, девочки говорят: я смотрю на себя в зеркало, я на самом деле не такая, я какая-то другая. Да? Это тогда происходит, когда еще этот образ не сжился, то есть не прошло идентификации с лишним весом, и человек еще как бы не воспринимает себя с лишним весом. Например, когда после родов быстро набрался вес или еще по каким-то причинам. Очень же много людей уже отождествили себя с этим лишним весом и по-другому себя не представляет. Нужно действовать желательно заблаговременно, до того момента, пока вес не начал отдавать в суставы, в поясницу, в гормональную систему, там, в сахарный диабет какой-то или еще какие-то вещи абсолютно нежелательные. И вы можете себе представить, что за этими килограммами у человека может быть скрытый потенциал нереализованный, что просто убравши эти несколько, там, 10-15, у кого сколько есть килограмм, человек просто выйдет на новый уровень своего развития и сможет также систематизировать и другие аспекты в жизни. Есть такое утверждение, что человек — это сумма его стимулов и также сумма его амбиций. И вот наши амбиции могут зависеть от уровня уверенности в себе, а уровень уверенности в себе может зависеть от уровня энергии. Соответственно, уровень энергии низкий, амбиции низкие, уверенность в себе низкая, а соответственно и низкие могут быть и результаты. Но, друзья, каждый случай уникальный. Я просто примеры навожу уже с большого опыта работы персонально с людьми. И разные люди, разные абсолютно истории, разные внешние факторы. Соответственно, друзья, берете то, что вам резонирует, то, что не резонирует, пропускаем, идем дальше. Переходим к цене финансовой. Я ее назвал расходы на симптомы и лекарства. И за время работы с людьми я видел очень много разных траекторий их движения,
соответственно, по отношению к здоровью и образу жизни. Когда мы говорим о цене и ценности, то здоровье с возрастом очень быстро переходит в разряд бесценных ресурсов. Часто, когда у людей случается проблема со здоровьем, им приходится, к сожалению, продавать, вдумайтесь, имущество, которое они приобретали всю жизнь, просто чтобы хотя бы 1 год, 1-2 года побыть здесь, на этой планете, посмотреть, пожить в каком-то вот том даже состоянии, может, не совсем комфортном, приятном, но все же становится все гораздо ценнее каждый день, каждый месяц и каждый год. И трудно как-то прогнозировать, что будет дальше и как сложится судьба, но фундаментальные ценности стоит ставить на первое место. Я рад, что, в принципе, современный мир уже добавляют уроки в школах, например, по питанию в некоторых. Также добавляют уроки там базовой психологии. Ну, физкультура у нас была, всегда разный подход был. Но эти минимальные такие, минимальные шажки, но они настолько, я считаю, важные, даже вот такие минимальные вещи. Мы с вами рассмотрели таких 5 аспектов, и что я хочу вам сказать основное. Никогда не ругайте себя за лишний вес. Это действительно очень такая комплексная, сложная тема. Простой какой-то дефицит калорий, например, да, может вызвать еще больше проблем, так как дефицит и так уже в организме, там, витаминов, минералов, клетчатки, воды, белка, ферментов, энзимов, полезных всяких бактерий и так далее. И когда мы какой-то дефицит включаем, можем еще больше себе навредить, понимаете? Здесь важно грамотный подход. Когда вот, например, у нас болит зуб, мы не лезем туда с отверткой, с молотком, а тут все тело. И это тело очень связано с головой, а голова себе может придумать чего угодно, и не всегда это будет эффективно. Причины же лишнего веса могут находиться глубоко во всей судьбе конкретного человека. Выявить и конкретно отреагировать правильно на них может быть целым испытанием. Поэтому, друзья, не теряйте время. Этот день уже больше никогда не придет, а завтрашний очень быстро пройдет. Друзья, на этом слайде вы найдете мой личный телеграм, также есть ссылочка на него в этом канале. Напишите мне слово «аудит». Я пришлю вам анкету, в которой там около 30 вопросов. Вы пройдете, это займет всего лишь 10 минут, вы точно не потратите время зря. После прохождения этой анкеты я сброшу вам полезную информацию. У меня много разных гайдов на 3 языках, я делюсь информацией охотно, а также я смогу изнутри показать процесс достижения тех или иных результатов. Вы посмотрите, сможете ли так же, потому что в любом результате важен процесс. Если вы можете это перевести в состояние вашего образа жизни, тогда это может вам подойти. А временные меры, да, вы на время можете на день влезть в платье на свадьбу, но потом это может вернуться очень быстро назад. Поэтому мне слово в Telegram аудит, я вам анкету, очень легко будет ее заполнить. И я вам на эту анкету пришлю информацию, а также смогу показать изнутри процесс, как тот или иной необходимый вам результат делается. Друзья, не стесняйтесь слова аудит мне в Telegram. Всем хорошего настроения, никогда не сдавайтесь. Expert forfeit.